Прежде чем начать раскрашивать, я воспользуюсь клячкой, чтобы удалить верхний слой карандаша. Также, чтобы мои маркеры не протекали в другую сторону, я подложу под страничку вот такой файл. С чего начнем? Мы начнем с огня. Как я уже сказала, огонь мы с вами оставляем просто белым. Поэтому я возьму 164 и сделаю им силуэт огня. Сразу какие-то темные моменты я прокрашиваю этим маркером. Нам очень важно оставить с вами огонь именно белой бумагой. Здесь никакая белая ручка. Я бы не хотела использовать это, не совсем подойдет, потому что все-таки белая бумага, она дает вам именно ощущение такого пустого пространства, а все остальное будет слишком густое, да, слишком плотное для огня, поэтому я бы хотела именно оставить по возможности это просто незакрашенной бумагой. Но если по каким-то причинам вам это не удалось, то можно, конечно, воспользоваться и какими-то другими средствами. Я сразу проработаю языки пламени на заднем фоне. Старайтесь их делать такими мягкими и разнообразными, то есть какие-то у вас получаются немножко поярче, какие-то получаются посветлее, чтобы все это было разнообразно. Я думаю, что я намечу немножечко под жаровней, под подставкой. Вот такое пламя у меня на данный момент получилось. Я бы туда хотела добавить 158 оттенок, такой более оранжевый, в какие-то места. Я думаю, что вот сюда можно добавить. Где-то можно сделать сразу за пламенем. Поскольку огонь у нас с вами, ну скажем так, не плотный, да, он прозрачный, поэтому вы можете этим цветом и делать какие-то элементы пламени и прорабатывать заднюю стенку камина. В этой стороне у нас уже довольно сильно темнее. Я бы еще немножко сюда взяла этого цвета и, возможно, на вот эту часть стенки. Верхняя часть здесь уже довольно сильно темная, поэтому я думаю, что с этим оттенком мы будем заканчивать и будем переходить к более насыщенному цвету. Следующий я бы хотела взять 118 и им доделать заднюю стенку камина.
обратите внимание, что где-то пламя такое мягкое, да, то есть можно делать растушевку, а где-то довольно четкая граница. Именно за счет этого получается пространство и динамика. Я обозначаю заднюю стенку камина. Теперь переходим к правой части и будем утемнять ее. Смотрите, как уже здорово получается именно огонь, тепло за счет того, что мы с вами добавляем разных оттенков и оставили именно светленьким, беленьким сам огонь. С этим тоном я закончила, и теперь я бы хотела утемнить, возможно, добавить немножечко красного оттенка. Я думаю, что мы добавим 800-го вот сюда, вовнутрь камина. Чтобы стушевать его через красный, я собираюсь добавить 814 вот сюда вниз. То есть у нас будет переходный оттеночек через красный цвет, да, чтобы подсветить нам заднюю стенку. Хочу еще добавить 816, чтобы растушевка была еще плавнее. И дальше опять добавляю 214. Чтобы красиво это все дело смешать, я еще 118 подсмешаю мой красный, да, его немножечко успокою, и нижнюю подложку свою. Займемся вот этой нижней частью. Я думаю, что мы можем начать с 216, с оранжевого цвета, и проработать языки пламени под нашими дровами. У нас такая же с вами технология, то есть вы не закрашиваете все, вы оставляете светлые моменты под пламя, да, чтобы оно у вас не было сплошняком. Я думаю, сюда еще добавить 164-го
для того, чтобы смягчить наш оранжевый и разнообразить его оттеночками. Делаю сразу какое-то пламя на дровах. И тут, и здесь. Добавлю еще 158-го. Точно так же добавляю его кое-где, чтобы сделать сам огонь поразнообразней, поинтересней, да, чтобы это не было одним цветом. И для того, чтобы как-то смягчить наш оранжевый, чтобы он не был таким ярким. Немножко его приглушаем таким образом. Здесь я еще думаю, можно добавить. Переходим к прорисовке дров. Я думаю, что тоже их можно проработать 158-м. Именно вот эти светлые места, такие уже в огне, которые... И вот сюда я тоже выведу кусочек бревна. Я думаю, так будет интересно выглядеть. Давайте теперь утемнять наши бревна. Я думаю, что мы можем продолжить работать в 810-м. Это такой красноватый оттенок. Обязательно оставляйте какие-то кусочки незакрашенными, да, которые мы с вами до этого сделали. Обратите внимание, что когда делаешь более темный фон к огню, получается, огонь сразу намного ярче светит. Здесь также еще добавлю между языков пламени какой-то кусочек темный. Этим же маркером можно пройтись в 2 слоя. Также я думаю, что мы сюда можем добавить 800-го цвета, опять в какие-то темные моменты. В принципе, здесь цвет очень похож на черный, но я буду с ним аккуратно, потому что обычно чистый черный выглядит довольно резко. Поэтому пока что, я думаю, ограничимся таким, и в конце работы посмотрим. Если нам очень захочется, можем добавить прямо чисто черную. С поленьями мы закончили, и я предлагаю тем же 800-м доделать немножечко решетку, на которой лежат дрова. Просто ее сразу этим маркером, практически сплошняком она там идет.
то внутренняя часть камина у нас почти готова. Я сейчас нам предлагаю доделать вот этот момент. Здесь у нас уже прям практически чистый оранжевый. Я бы взяла 816 и проработала бы им вот эту часть. От 8 стушим вот эту часть. И сделаем более плавный переход здесь. У меня почему-то такой резкий получился. А 800 немножечко доделаю вверх. Здесь уже получается довольно светлый, но зато здесь есть такая толщиночка, тянушечка, которую тоже можно сделать 800 практически до конца. И сюда бы я, наверное, добавила того же 216. И сгладим его 158 и, возможно, еще добавим 118. Я беру 118 и добавляю его вниз к огню. Чуть растушую туда наверх. Таким образом у нас вот эта вся часть получилась внутри, и это такой момент ближе к нам, вышел вперед. Давайте немножечко еще доделаем вот здесь верхушку. Я думаю, что еще 216 мы доделаем наверх. И будем туда вводить более красный 810. Такой кирпичный. Немножечко стушуем. Сильно я бы не стала тушевать. Довольно резкая граница. И я бы хотела этим же, чуть-чуть поярче сделаем, наметить камень ключевой. Я думаю, таким образом он будет выглядеть прям подсвеченным огнем. Это будет красиво. И 810 доделаем. Сразу туда в тень можно добавить 800. Сделаем внешнюю часть камина. У нас получается довольно темная. Я думаю, что нам пригодится 810 для наружной части, и затем мы будем утемнять. Также проработаю с этой стороны. Дальше у нас идет уже немножечко темнее.
Я думаю, что мы можем воспользоваться либо 816. Да, я думаю, что 816 можно воспользоваться. Он такой же по оттенку, но более темный маркер. И затем совсем краешки мы проработаем еще более темным цветом. Здесь уже аккуратненько рисуем от рамки, чтобы у нас был красивый четкий контур. Пройдусь здесь еще одним слоем, чтобы выровнять вот эти все перепады. И также доделаю с правой части, с правой стороны. Также пройдусь вторым слоем, чтобы немножечко сгладить стенку. Ну что, мне кажется, так у нас еще более яркий получился огонь. Предлагаю этим же 816 нам доделать кирпичики. Помните, мы вот так тут вот с вами намечали. Просто тоненькой частью сделаем ритмичную кладку здесь. И с другой стороны. Смотрите, чтобы они у нас там примерно совпадали. Не обязательно до конца прорисовывать. Можно, чтобы они были такими немножечко прерывистыми линиями. И дальше я возьму 800 и совсем тоненько сделаю с этой стороны. Даже, наверное, стоит выбрать еще какой-то более яркий. Давайте попробуем 214. Да, мне кажется, так будет наиболее удачно. Теперь я предлагаю доделать. Я хочу воспользоваться 112. Он довольно светлый. И им я проработаю пол. Сейчас я вижу, что у меня немножечко скривилась немножко стена, но особенно вот здесь. Подправлю. Сейчас хочу проработать ботиночки, чтобы понять, что мне делать здесь на переднем плане. Ботинки у нас рыжие, я думаю, что можно начать с 216 делать саму кожу. Их также около огня сделать посветлее и поярче. А вот эту часть уже буду делать в 810. В 816 растушую.
И еще добавлю немножко 710 по влажному маркеру, чтобы он там красиво затек. Получились еще какие-то приятные такие нежные переходы. Здесь я думаю, что 814 еще можно пройтись наверху, чуть-чуть более красным сделать. И еще немножко внизу тушануть. Чтобы совсем ярким сделать свет, я еще в 800 пройдусь немножечко вот здесь. И опять же в 810 растушую. Задний ботиночек, я думаю, что весь я сделала в 810 и тоже немножечко пройдусь в 800 в тени. Осталось нам нарисовать подошву. Я думаю, что ее можно сделать 118. Хочу темнить просто вторым слоем. Возможно, этого будет достаточно. С той же стороны тень, где и тень на самом ботиночке. Я думаю, что этого хватит. И теперь 112 доделаем меховую часть на ботиночках. И я буду делать ее такими точками. Около огня я прям сделаю совсем светлым. Возможно, там чуть-чуть желтеньким пройдемся. Внутреннюю часть. Здесь тоже можно легонечко поштриховать, чтобы они были максимально объемными. Также здесь внутренняя часть и поштрихуем. Я думаю, что вполне удачно. Можно еще 118 немножко внутри подправить. У нас будет вот здесь тень. Может быть, еще вот тут чуть-чуть обвести. И опять 112 резкий тон. Нам осталось доделать вот эту часть, еще сделать какие-то тени от ботинок. Почему-то на референсе этого вообще нет, но по идее, если у нас свет отсюда, то вот эта будет часть светлая, все остальное тоже должно быть в тени. Поэтому сейчас тоже попробуем это сделать с вами. Саму вот эту вот часть, я думаю, что я тоже сделаю. Я думаю, что я сделаю ее 158-м. Такое все светленькое, желтенькое. Пока что закрою все таким. У нас тут есть еще тень от жаровни. Я думаю, что можно сделать просто вторым слоем, потому что тень тут не то чтобы какая-то очень яркая. Нам надо сделать с вами решетку. Это у нас такой, я думаю, что можем взять 118, сделать им тени. Сделать толщину. И сделать решеточку.
Тени вот эти, я думаю, что можно, кстати, сделать темнее. Можно взять 800 и вот тут доделать. Думаю, что также можно добавить каких-то мелких частей шаровни. Получается контрастнее и получается больше цвета. Цвет, получается, имеет какое-то направление. Более яркое, более понятное. Плюс нам нужны тени от ботиночек и тени вокруг. Так, по идее у нас вот отсюда получается огонь. То есть вот это все дело у нас должно быть с вами в тени. Я думаю, что 118 можем здесь пройтись. Показать, что это тень. Также поступим здесь. И сделаем тени от нашего обуви. Вот это будет тень от обуви, потому что тоже вот таким образом она будет у нас расходиться. И растушуем это 112 мы там работали. Так, я думаю, у нас будет лучше с вами передаваться освещение. И будет как-то логичнее, нежели если мы просто оставим этот кусок одинаковым по свету, даже если мы добавим туда какие-то текстуры. Хотя мне кажется, что текстуры настолько собьют, и я бы оставила это так, без текстур. И тени под ботинками надо доделать. Добавим туда такую облоночку. Да. Еще раз возьмем 118, потушим. Добавим тень. Потушим таким. Потушим сюда. Еще мне хочется тень ботинков сделать. Здесь какие-то штучки. И светленьким 112 еще раз тушанем. Также в огонь я предлагаю нам добавить немножко белой ручки. Вот на этих местах я хочу просто где-то смягчить контуры. Подкрашиваю белой ручкой и немножко вот так вот пальцем ее размазываю. Просто очертания были помягче. Плюс какие-то вот здесь можно доделать мелкие штуковины. Обратите внимание, что, как я уже вначале говорила, я не крашу все белым, да, то есть у меня здесь осталась бумага, и белой ручкой я доделываю только какие-то маленькие части. Не рассчитывайте на то, что вы сможете все покрасить именно ручкой. Ручкой только какие-то небольшие доделки, и я бы предложила это именно использовать для того, чтобы делать
спокойнее контуры. Хочу еще немножко утемнить бревно. Я беру 118. Сюда добавляю. Наша картинка с вами готова. Рисуйте, вкладывайте свои работы и хорошо проводите Новый год. Всем пока-пока, спасибо, что смотрели.